Майами идут переговоры между представителями США и России по будущему мирному плану При и этом завершению никаких войны против Украины. трехсторонних форматов Днем не кортеж главы предусмотрено. Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева прибыл в гольф-клуб Shell Bay, где проходят встречи. Район гольф-клуба и резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго частично перекрыт. Действует ограничение на полеты. Накануне Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили с украинской делегацией доработанный 20-пунктный мирный план, согласованный ранее США, Украиной и лидерами ЕС в Берлине. Москва утверждает, что не знает его точного содержания. Путин на недавней прямой линии заявил, что Россия уже сделала уступки, хотя представленный Дмитриевым вариант из 28 пунктов предполагал практически капитуляцию Украины, отказ от НАТО, сокращение армии и отсутствие гарантий безопасности. В Кремле теперь заявляют, что цель переговоров – понять, как изменился документ после берлинских встреч. Ранее просочившаяся запись разговора Дмитриева и советника Путина Юрия Ушакова показала обеспокоенность тем, что американцы могут переписать план. После нескольких часов переговоров в Майами Дмитриев сообщил государственным СМИ, что встречи проходят конструктивно и продолжатся сегодня, в воскресенье. Дискуссии проходят конструктивно, начались и продолжатся сегодня. Россия заявила о новых успехах на восточном и северном направлениях, а Украина – об атаке на российский военный корабль в Каспийском море. По данным Минобороны России, за последние сутки войска взяли под контроль 2 населенных пункта – Высоки в Сумской области и Светле в Донецкой. В ведомстве сообщили также об ударах по складам боеприпасов, топливным хранилищам и местам дислокации украинских сил и иностранных наемников. В то же время Генштаб Украины утверждает, что украинские беспилотники поразили российский фрегат, патрулировавший у нефтегазовой платформы «Лукойла» в Каспийском море. Киев заявил, что устанавливает масштабы повреждений. Москва пока не комментировала эти сообщения. Президент Владимир Зеленский сообщил, что территориальный вопрос остается ключевым и подчеркнул, Украина не готова уступать свои территории. По его словам, Киев настаивает на мирном решении конфликта, основанном на четких гарантиях безопасности и международных обязательствах. Американская газета The Wall Street Journal рассказала, как миллиардер Стив Уиткофф, не имевший дипломатического опыта, стал главным переговорщиком с Владимиром Путиным. Переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине начались через неформальный канал – Саудовскую Аравию. По данным издания, Путин лично просил устроить встречу с Уиткоффом, своим давним знакомым и другом Дональда Трампа. Послание передал наследный принц Мухаммед бин Салман, а посредником выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого на Западе называют денежным эмиссаром Путина. Москва выдвинула одно условие – Уиткофф должен прибыть в Москву один, без дипломатов и переводчика. Путин хотел личного, неформального контакта. В ответ Кремль намекнул, что готов освободить американца Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам в России за хранение каннабиса. После его освобождения влияние Уиткоффа в Белом доме заметно выросло. Выбор Уиткоффа оказался осознанным. По словам источников, Кремль анализировал психологические профили окружения Трампа. Спецпосланник Кит Келлог был сочтен неприемлемым из-за его проукраинской позиции, а Уиткофф – надежным собеседником с прямым доступом к Трампу. С тех пор он 6 раз встречался с Путиным, проводя с ним долгие личные переговоры. Wall Street Journal отмечает, что ни один американец со времен Второй мировой не имел столь частого доступа к российскому лидеру. При этом Уиткофф избегает традиционной дипломатии, летает частным самолетом и советуется лишь с узким кругом доверенных лиц. Критики в Киеве и Европе опасаются, что такой формат бизнес-дипломатии может привести к кулуарным уступкам в Москве. В Белом доме заявляют, что его миссия – личное решение Трампа. Однако издание считает, Путин сумел навязать формат, где решающее значение имеют не дипломаты, а личные связи, деньги и психология. Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала ложью и пропагандой публикацию Reuters, в которой утверждалось, что по данным американской разведки, президент России Владимир Путин якобы планирует захват всей Украины и возможную атаку на Европу. По словам Габбард, агентство осознанно действует в интересах поджигателей войны, пытаясь подорвать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта. Она заявила, что Reuters опасно продвигает ложный нарратив, нагнетая страх и подталкивая общественное мнение к эскалации войны. По ее версии, в этом заинтересованы НАТО и ЕС, стремящиеся втянуть США в прямой конфликт с Россией.
Габбард также сослалась на оценки американского разведсообщества, отметив, что Россия, по их данным, стремится избежать масштабной войны с НАТО и не располагает возможностями для захвата всей Украины или Европы. Публикация Reuters была основана на информации источников в американской разведке, однако глава нацразведки США эти утверждения публично опровергла. Правительство Великобритании решило не использовать около 8 миллиардов долларов замороженных российских активов в британских банках для помощи Украине, сообщает Financial Times. По словам британских чиновников, Лондон не станет действовать в одиночку. Использование этих средств возможно лишь в координации с партнерами из ЕС, Канады и Австралии. «Мы не будем предпринимать шаги без международных союзников», заявил представитель правительства, отметив, что Великобритания продолжит тесное сотрудничество с Большой Семерки и ЕС по вопросам финансирования Украины. Министр финансов Рэйчел Рис подчеркнула, что Лондон готов немедленно работать с партнерами для поддержки Киева и что позиция страны остается непоколебимой. Решение последовало после саммита ЕС 18 декабря, на котором лидеры одобрили выделение Украине 90 миллиардов евро в 2026-2027 годах в виде беспроцентных кредитов, гарантированных бюджетом Союза. Однако механизма так называемого репарационного кредита, предполагающего использование замороженных российских активов, согласовать не удалось. Американские военные и береговая охрана США в субботу перехватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, сообщил представитель властей. Инцидент произошел на фоне усиления давления администрации Дональда Трампа на Каракас и стал вторым подобным случаем за месяц. 10 декабря США уже задержали танкер «Скипер», связанный с Ираном и находившийся под санкциями. На этот раз судно под флагом Панамы санкциям не подлежало. Оно перевозило венесуэльскую нефть в сторону Азии и не оказало сопротивления. Операция прошла в международных водах при поддержке американских военных. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм опубликовала видео задержания, отметив, что рейд проводился перед рассветом, и танкер ранее заходил в венесуэльский порт. Ноэм заявила, что США продолжат бороться с незаконными поставками нефти, которые, по их данным, финансируют наркотерроризм. В ответ глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обвинил Вашингтон в пиратстве и сообщил о готовности Ирана помочь Каракасу. Захваты судов совпали с заявлениями Дональда Трампа о блокаде танкеров с санкционной нефтью и возможных ударах по Венесуэле, шаги, усиливающие экономическое давление на страну, для которой экспорт нефти остается ключевым источником дохода. Американский военно-транспортный самолет и эсминец ВМС США были замечены в Пуэрто-Рико на фоне наращивания военного присутствия США в регионе. Кадры, снятые 20 декабря, показывают, как самолет ВВС США взлетает из аэропорта Мерседита в городе Понсе на юге острова. На видео также запечатлены военнослужащие и наземная техника рядом с воздушным судном. Отдельно сообщается, что из порта Америк на южном побережье Пуэрто-Рико вышел американский эсминец с управляемыми ракетами. На кадрах видно, как корабль покидает гавань, а за его выходом наблюдают местные жители. Ранее администрация президента США Дональда Трампа направила в Карибский бассейн тысячи военнослужащих, а также авианосец, военные корабли и истребители. Вашингтон заявил о нанесении ударов по судам, которые, по его данным, могли быть причастны к перевозке наркотиков, а также о захвате танкера, находящегося под санкциями, у берегов Венесуэлы. США также объявили о блокаде всех танкеров, находящихся под санкциями, которые входят в Венесуэлу или выходят из нее. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в ближайшее время возможны наземные удары по территории страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отвергает обвинения в связях с преступными группировками и утверждает, что действия США направлены на смену власти и получение контроля над нефтяными ресурсами страны. Израиль готовится к возможным новым ударам по Ирану. Как сообщает NBC News, в Тель-Авиве опасаются, что Тегеран восстанавливает объекты по обогащению урана и наращивает ракетный потенциал. По данным израильской разведки, Иран способен увеличить выпуск до 3000 ракет в месяц, что создает прямую угрозу безопасности Израиля и региона. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует обсудить возможные действия с президентом США Дональдом Трампом во время встречи во Флориде в конце декабря. Источники утверждают, что глава израильского правительства будет настаивать на немедленных мерах. Тем временем в Майами прошли переговоры представителей США, Египта, Катара и Турции, посвященные реализации первого этапа прекращения огня в Газе. Участники сообщили о прогрессе, расширении гуманитарной помощи и снижении интенсивности боев,
и подтвердили поддержку мирного плана президента США. Лидеры стран Меркосур провели экстренное заседание, чтобы обсудить застопорившиеся торговые переговоры с Европейским Союзом. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ЕС проявить политическую волю для завершения соглашения и обозначил приоритеты блока на период председательства Парагвая. Лула выразил надежду, что переговоры смогут завершиться уже в начале следующего года. Мелони сказала, что распределение бюджета на сельское хозяйство в Европейском Союзе наносит ущерб Италии, и поэтому у нее возникают проблемы с сельскохозяйственными производителями, и она не может подписать соглашение в данный момент. Поэтому у меня состоялся телефонный разговор с ней, и она сказала дословно, что в начале января она будет готова подписать соглашение, если она будет готова подписать его, и если, по словам Урсулы фон дер Ляйен и Антонио Косты, не будет никакой возможности, чтобы Франция в одиночку не позволила подписать соглашение. Соглашение будет подписано, и я надеюсь, что оно будет подписано, возможно, в первый месяц председательства Парагвая товарищем Сантьяго Пенья. Мы будем добиваться того, чтобы все произошло на благо нашего Меркосур, на благо многосторонности и на благо развития наших стран. В Сан-Франциско произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее около 130 тысяч жителей. Городские службы призвали обращаться в 911 только при угрозе жизни и соблюдать меры безопасности. Не использовать свечи и газовые приборы в помещениях, держать холодильники закрытыми и избегать поездок без необходимости. Компания Pacific Gas and Electric сообщила, что электроснабжение постепенно восстанавливается. Однако десятки тысяч потребителей могут остаться без света на ночь. Из-за перебоев с электричеством в городе образовались пробки, а часть предприятий временно приостановила работу. Принц Уэльский Уильям вместе со своим сыном, принцем Джорджем, посетил благотворительную организацию The Passage в Лондоне, которая помогает бездомным. Они вместе участвовали в подготовке рождественского обеда для нуждающихся. Этот визит имел особое значение. В детстве принца Уильяма туда приводила его мать, принцесса Диана. Именно тогда у него возникло стремление бороться с проблемой бездомности. Принц Джордж оставил запись в книге гостей на той же странице, где когда-то расписалась леди Ди. Отец и сын несколько часов помогали на кухне и сервировали столы, общаясь с волонтерами и сотрудниками центра. В Кенсингтонском дворце подчеркнули, что Уильям счел важным показать сыну, как работает благотворительность, и провести с ним это время вместе. Во Флорида-Кис на этой неделе водителей, превышавших скорость в школьной зоне, ждал неожиданный сюрприз. Вместо обычного штрафа их встречал сам Гринч в лице отставного полковника офиса шерифа округа Монро Лу Капуто. Капуто, который уже много лет проводит акции по безопасности дорожного движения, вновь надел зеленый костюм культового персонажа, чтобы напомнить водителям. В праздничный сезон особенно важно быть внимательными на дороге. Он вместе с заместителями шерифа дежурил у школы в Ки-Ларго, останавливая тех, кто слегка превышал скорость. После проверки документов водителям предлагали выбор – получить официальный штраф или принять рождественский подарок от Гринча – большую луковицу. Шутливый подход привлек внимание к серьезной теме. Как отметил Капуто, его цель – не наказать, а заставить задуматься. Люди часто отвлекаются в праздничную суету, особенно возле школ. Мы хотим, чтобы все вели себя безопасно и избавляли скорость. Большинство водителей согласились на луковый подарок. Многие смеялись, а один из них даже решил откусить кусочек. Акцию поддержало и местное управление шерифом. В ведомстве считают, что такая необычная форма профилактики напоминает: безопасность детей важнее любых спешных дел. Капуто говорит, что планирует продолжить традицию и в следующем году, ведь, по его словам, если Гринч способен спасти Рождество, то он вполне может спасти и школьную зону.